Всем привет, друзья! Дима, Даниэль, Скалска, Болгария, 14 марта, 23 год. Посмотрите, какая прекрасная погода, светит солнышко, дождя не ожидается, и куда-то мы едем сегодня. А куда мы едем? Смотрите видео, друзья. Смотрите видео, все будет интересно. Там мы еще не были. А сейчас мы в Габрово. В нашем любимом, дорогом Габрово, про который я очень люблю рассказывать, потому что этот город, во-первых, это европейская и мировая столица юмора. Это доказано, это не придумано. А во-вторых, нравится мне вот этот городок, потому что он очень тихий, он очень спокойный. Сейчас у нас пробка на перекрестке, одна машина. Видите? Одна машина — это пробка. Очень нравится то, что очень немного машин. Очень немного машин, удобно ездить, спокойно, медленно, плавненько, как говорят в Болгарии. Видите, здесь каждый светофор, он где-то может быть секунд по 35, долгие светофоры. Сейчас мы едем по параллельной улице с улицей Орловский, которая у нас слева, где мы начинали наш, так сказать, болгарский путь, где находится гостиница «Орловец». Там мы прожили первые дни в Болгарии. Нет, гостиницу «Орловец», друзья, я вам не рекомендую, честно вам скажу. Если захотите остановиться в Габрово, напишите в комментариях, скажу, где лучше, где уже по собственному опыту интересней. А пока это едем в круги, спокойно, тихо. Да, друзья, вот вы знаете, как говорится, я накаркал сам себе. Я уже во многих видео говорил, что ездить надо по правилам, соблюдать, и сам тут нарвался на свои же грабли, потому что я дважды нарушил правила в Дряново. При том, что дважды в один момент мы были в Дряново, ехали очень спокойно, не превышали скорость 40 километров. Но, друзья мои, ехал я без ремня, не успел пристегнуться. И не успел или забыл почему-то включить свет. Здрасте, полиция, называется. Возразить на их довод мне было абсолютно нечего. Нам очень приятный полицейский представился, предупредил, что сейчас в Болгарии идет европейский месячник безопасности движения, потому что очень много аварий. Очень много аварий в Болгарии. И вот идет месячник по именно ремни, друзья мои, ремни. Вот такие, мелочи, на которые многие не обращают, и в том числе и я не обратил внимания. Естественно, теперь я жду штраф. Мне на месте сразу ничего не выписывают. Взяли документы, посмотрели мои израильские права. Это к тому, что можно ли ездить на израильских правах. Да, можно. Международных. Но, друзья мои, ездить можно на международных правах не более 3 месяцев, если вы постоянно здесь. Грубо говоря, объясню, что если вы приехали, предположим, 1 января, до 1 апреля вы можете спокойно ездить на международных правах. Но 3 месяца, 90 дней. Но если вы из этих 90 дней хотя бы один день не находитесь в Болгарии, отчет идет по новой. А у меня так и получается, что еще 3 месяца постоянки не было. И опять же в ближайшее время не будет, поэтому права я не меняю. Претензий ко мне по поводу документов на машину никаких не было абсолютно. Но полицейский очень-очень культурно, тактично объяснил. Вы не правы, вы согласны? Да, конечно, я согласен. Я согласен, я подписал протокол, потому что я не прав. Это к тому, что я все время говорю, какой я хороший и культурный водитель. Видите? Договорился. Дряново еще полиция же.
Не, в Дряново полиция нормальная. Вот сейчас, кстати, пока едем по Габрово, мой друг Waze, навигатор, предупредил, где полиция. Они стоят в городах, они смотрят, они проверяют. Ну, ребят, нормально, это их работа. Это их работа, поэтому мы сейчас в городе, мы соблюдаем скоростной режим, и мы проезжаем через Габрово по направлению к тому месту, про которое я вам расскажу дальше. А пока тихенько, спокойненько едем, смотрим на цены на топливо на бензоколонках справа. Ну, цены не падают, газ почему-то потихонечку растет. Лев 18, лев 23, это 59 евроцентов, 61 евроцент. Вот, выехали, проехали центр Габрово, мы его проехали. И сейчас мы выезжаем из города. Хотя, вы знаете, Габрово по протяжению очень и очень длинный город. И, в принципе, Габрово считается одним из самым длинным городом Болгарии. Но если мы говорим про точку от одного конца до другого конца. Вот. Едем. А погода прекрасная, надо открывать окна, потому что жарко. Не крепится, я никак не могу понять. Почему? Завяжи ниточкой. Да нет, Света. Знаешь, блядь, я вообще в шоке. Почему он не крепит? Вот смотри, он уже должен крепить, гнида. Он же закручивается. Вообще нет. Ну что мне сделать? Смотри. Что? Просто вот так. Ну как, Света? Ну что просто вот так? Ну что? Сделай просто вот так. Почему не держит? Сделай просто вот так. Ладно, я когда остановимся, разберу, что с ним. Да ничего ты не разберешься, потому что мы тоже за 50 лев говно купили в очередной раз. Не знаю, три крепежа за 100 лев уже столько денег отдали за это. Он собьется. Сейчас, подожди, дай ему. Так он должен все равно... Ну, постоит, сейчас опять упадет, смотри. Любая кочка, сейчас увидишь. Что он работает? Мы едем. Смотрите, какая красота, друзья. Выехали из Габрова, и мы направляемся в такое место в Болгарии, которое называется Узана. Узана, друзья, это географический центр Болгарии. И нам еще ехать 10 километров. Вот Габрово, этот центр, находится в 22 километрах. Извилистый серпантин в горы, но, скажу я вам честно, очень хорошо проложена дорога. Отлично проложена дорога. Дорога без выбоин. Еще ничего не цветет, но все равно очень красиво. По дороге к этому месту находятся деревеньки. Вот мы едем, въезжаем Зеленодрево. Зеленое дерево. Называется село. Интересно. Уже идут билборды, рекламы с гостевыми домами, что здесь, в этом райончике вы можете, много очень гостевых домов. Если вы хотите остановиться на ночлег, вот рядом с этим живописным местом, которое скоро будет. Такие ухоженные деревеньки. Вот какой Кышезагости, гостевой дом красивый. Ну, вообще здесь такие, да,
я вижу, что не дешевые постройки. Точнее, все зависит, конечно, от места, но домики неплохие. И роскошный вид, конечно, в некоторых домах. Очень красивый вид. Вот еще гостевые дома. Да, неплохой, красивый. Частный паркинг. Еще гостевые дома. Это мы приближаемся к курортному. Да, такие места красивые. Интересненько. Машин не встречаем. А почему мы не встречаем машин? Потому что, наверное, люди работают. Это мы тут катаемся. А нормальные люди должны работать. О, родничок, смотрите, прямо из... Ух ты! Прямо из... Красиво. Узана 9 километров или 13 минут. Написано на домике. Ну, естественно, есть и разрушенные дома, конечно. А как без этого? В Болгарии без разрушенных домов никак. И такой серпантин. Мы снова идем вверх. Красиво, смотрите. Так. Населенный пункт Зеленодрево закончен. А мы продолжаем подниматься. Это мы сейчас идем параллельно где-то перевалу Шипки, потому что если бы мы хотели идти на перевал в сторону Пловдива, Шипки и Казанлыка, ну туда, как мы едем в Турцию, ребят, то это слева. А сейчас мы поднимаемся в другое место. Как я и говорил, мы едем на Узану, и оттуда я продолжу видео. Ох, какой дом красивый. Оазис. Вау, вау, вау. Да. Телеги, пушки. Телеги, да. В этом районе мы еще ни разу не были. Мы поднимаемся к Узане. Друзья, вот вы знаете, что здесь везде проходят специальные туристические маршруты, пешие маршруты, но эти пешие маршруты, даже была табличка, что это все нужно обговаривать по договоренности, потому что здесь мы приближаемся к 2 национальным паркам. Здесь висят в некоторых местах какие-то таблички, что, ну, скорее всего, здесь очень много чего не разрешается. Ну, естественно, не разрешается спиливать деревья. Это и так понятно. Собирать там ветки. Очень живописно. А думаю, что... Ну, когда все зацветет, здесь вообще красота неописуемая будет. Пока поднимаемся. Такие резкие очень поворотики. Ну, пока еще не встретили ни одной машины почему-то. Вот какие резкие тут у нас. О, леса. Вот тут тоже какая-то тропа написана, туристическая. Ну, я думаю, да, здесь местность такая, что очень много грибов можно находить. И, кстати говоря, здесь, ну, очень большой, как бы, не знаю даже, как правильно сказать. Короче, много грибов, много ягод и много лекарственных трав вот в этом районе можно собрать. Если говорить простым, нормальным языком человека, который не очень разбирается в истории. Вот. Ну, да не разбираюсь, не все я успел прочитать и запомнить, что там написано в Википедии по поводу Узаны. Поэтому я так дополняю от себя. О, камни с мхом. Красиво, красиво. Ну, даже фонарики есть. Интересно, ночью они горят. Ох, какой лес. Какой роскошный лес. Сколько же можно здесь собрать грибочков-то? Ну, главное, на ядовитые не попасть. А то Корни будет... деревьев, посмотри, как ноги у слонов. Да. Корни у деревьев, как ноги у слонов. Здесь очень много бука. Здесь, ну, здесь деревья, где-то ели, где-то буки.
что-то пытаются подготавливать. Вижу, что что-то тут делают. Это видно по дороге, потому что нет ни выбоин, как я сказал, ничего. Поднимаемся на Узану. Кстати, друзья, Узан — это также горнолыжный курорт. Там есть подъемники, я не знаю сколько, правда, потому что я не горнолыжник, и меня это не интересует. Но тот, кто любит покататься, поэкстремалить с деревянными палочками, с лыжами, то бишь, ну, тому стоит сюда приехать. Почему с деревянными? А потому что, ну как почему? Потому что лыжи-то из чего? Из дерева сделаны. А палочки? Ну, я не знаю. Нет, ну, по крайней мере, да, любителям таких пешеходных прогулок место замечательное. Хотя мы туда еще даже не доехали. Ой, как здесь красиво летом и весной. Березки нет, березки есть? Нет, березок нету. Березок нету здесь. Недоработочка, что там? Мощные деревья, красивые стволы ровные. Да, да. Хорошая заповедная зона. Тихая, спокойная, умиротворенная. С этой стороны сосны, с этой стороны деревья. Ну да. Так, мы подъезжаем к Узане, кверху. И сейчас у нас тут такая некая развилка. Если поехать направо, будет одни кышты, а мы хотим подняться сейчас наверх. Там будет экотрасса Исполин, велопарк, скай-зона. В общем, короче говоря, мы поднимаемся сейчас на Узану. И нам, друзья, до географического центра Болгарии всего 1,5 километра. Итак, мы в самом центре Болгарии, Узана, географический центр. Друзья, мы себя сейчас ощущаем просто центровыми. Немножко здесь очень сильный ветер, поэтому немножко заглушает микрофон. Самое интересное, друзья, везде валяются копеечки. Это, наверное, ну, специально для того, обычно оставляют монетки, чтобы вернуться в это место. Мы тоже положили, естественно, со Светочкой. Смотрите, какая красота. Это как маятник, видишь, прямо на центре. Да, это вот, вот такая типа как пуля. А вот здесь вот такой, это значит, ну да, это вот, да. Ветер дует. Как можно без всяких вышек. Какая-то хижина, интересно. Ну, я думаю, что в это время, конечно, здесь нету туристов. В некоторых местах есть снег. Дорожка тут, конечно, не предусмотрена пешеходная почему-то. Спускаться лично мне тяжело, но, как говорится, искусство требует жертв. Вид роскошный вид. Это гостиница. Ну, скорее всего, здесь туристы останавливаются, когда сезон. Здесь горнолыжные трассы. Очень красиво. Очень-очень красиво. Горы,
буки, ели высокие, сосны. Прекрасно. И чего мы раньше сюда не приехали? Класс. И мы здесь вообще одни. Просто одни. Это все твое. Ну, это... Большая вселенная. Нет, это все не мое. Большая вселенная. Так, я сейчас думаю, как подняться-то я поднялся. Сейчас я буду спускаться. Вон наша машинка стоит. Мы поднялись. Спускаемся. Сильный ветер. Главное, чтобы нас не унесло. Красота. Лузана. Ну чем не Швейцария? А может быть даже красивее. Смотрите, какие виды. Национальный парк Болгарка. Это все Узана, друзья. Сейчас не сезон, конечно. Несколько машин только встретили. Гостевые дома, отели, гостиницы. Да, я думаю, что в сезон мы сюда обязательно приедем. Обязательно. И уже заснимем все в зелени, в зелени и в зелени.